У нас в студии представитель нового либерального движения Израиля Евгений Копель. Здравствуйте, господин Копель. У нас... Да, я просто хочу объяснить Максиму, поскольку он, видимо, точно не понимает, почему цены сейчас повышаются. Сейчас повышаются цены, потому что у электрической компании долг 60 миллиардов шекелей. Это огромный совершенно долг. Это 5-я часть бюджета на год Израиля. Как-то этот долг надо выплачивать. Выплачивать или нам, как потребителям электричества... Простите, пожалуйста, Евгений, все-таки поверните ко мне, я понимаю, что вы объясняете Максиму, но мне тоже это интересно. Объясните, пожалуйста, а как этот долг образовался? Вот мы все регулярно платим за электроэнергию. То есть у электрической компании, по идее, должны быть сплошные прибыли, потому что они берут с нас, естественно, не себестоимость электроэнергии, а какую-то, так сказать, свою долю прибыли они получают. Почему образовался долг? Это очень просто. Во-первых, средняя зарплата в электрической компании у среднего работника 25 тысяч шекелей. 21. Это 21. Неважно. 21. В любом случае она очень высокая, это неслыханно в других государствах. Это монополия, это очень агрессивная монополия, 97% электричества добывается. Вы хотите сказать, что эта монополия заведомо тратит больше, чем получает? То есть они заведомо идут на этот минус, они заведомо идут вот на этот самый убыток? Безусловно. Безусловно, они платят себе зарплаты из денег, которых ни у кого из нас нету. И нам придется их потом выручать. А государство, если прав господин Копель, тогда получается, что государство покрывает это воровство? Безусловно. Госпожа Малиновская, двое мужчин посмотрели на вас, как на представителя государства. Хотя я понимаю, вы не совсем представитель государства. Не, ну действительно, если все правильно, как сказал Евгений, если действительно есть долг, то надо увольнять и сажать в тюрьму, очевидно, так сказать, председателя правления. Я вам более того скажу. Да. То, что он сказал, только маленькая такая часть. Вы соглашались, не соглашались, я не знаю. Объясните мне, пожалуйста, позицию вот этого нового либерального движения. Что это за движение и какова у него позиция по отношению к этой проблеме? По отношению к палаточным протестам у нас позиция такая. Социальная справедливость – это когда у человека не забирают имущество, которое... собственно говоря, его имущество, которое он заработал. Понятно. Это не социальная справедливость, это никакая не справедливость. Поэтому мы, безусловно, против вызовов разделять имущество людей. Мы приехали из Союза, о чем вы говорите? О каком имуществе? Я не очень понимаю. Когда требуют палаточники повысить налоги, неважно, кому повышают налоги, богатым, среднему классу, в конце концов, нам всем придется платить больше денег. Забирают у нас имущество и раздают. Вот Хеврат Хашмаль, Мисрат Хинух, который тоже... Что делать? Во-первых, нужно дать возможность, просто возможность любому человеку открыть собственную компанию, электрическую компанию. И если я хочу сейчас, например, продать электричество, я не могу. По закону меня могут посадить в тюрьму. Это первое. Простите, пожалуйста. У нас в студии были представители, кстати говоря, представители той же электрической компании, которые очень рекламировали, пожалуйста, какую-то установку, ставите на крышу, солярную установку, для себя делаете электроэнергию, еще всему дому продаете. Это катастрофа. Эти маленькие вы говорите примерно о 19 таких проектах, которые государство им дало возможность действительно продавать электричество, потому что это считается как бы зеленое электричество, которое, кстати, чрезвычайно дорогое, из-за него мы платим по тарифу у нас примерно на 20% выше из-за вот этих 19 проектов, за которые мы обязаны платить. Если я сейчас хочу просто продать электричество без разрешения государства, не потому что оно зеленое, а потому что оно дешевле. То есть создать вторую электрическую компанию, вы это имеете в виду? Да, я не могу. Есть люди, которые, хотя я знаю, да, были, так сказать, люди из России, которые хотели здесь построить электростанцию на бокситах, наша единственная полезная ископаемая, которая у нас есть, и продавать электроэнергию. Им действительно не разрешили. Тогда бы не было монополии, цены бы... Понимаете, Максим говорит о прозрачности, правильно? Это невозможно. Государство, когда монополист, он может быть суперпрозрачным, это не поможет, он все равно будет поднимать на очень высокие цены. То есть либеральная экономика, с вашей точки зрения, это можно абсолютно все. Хочешь открыть банк, открывай банк. Безусловно. Хочешь открыть электрическую компанию, открой электрическую компанию. Либеральная экономика такого типа, который предлагает Евгений, себя изжила в 30-х годах прошлого века. До 30-х годов прошлого века. Сегодня в Соединенных Штатах? Сегодня Соединенные Штаты намного более социальное государство, нежели мы. Это уже давно известно. В 30-х годах, когда был серьезный кризис в Соединенных Штатах, который мы все знаем, он был
спровоцирован вот этой либеральностью, когда никто не платил налоги, когда никто не знал... А кто говорит о Центральный банк. Кто-то говорит о неуплате налогов? Во-первых, нет. Мы просто хотим уменьшить налоги. То, что делают Ти-партии в Америке, мы хотим меньше законов, меньше налогов. И то, что в 30-х годах, это, безусловно, не было из-за либеральной экономики. Наоборот, это было из-за Центрального банка, который уменьшил, который постоянно печатал деньги, из-за чего произошел кризис. То же самое, что в 2008 году. Я не хочу спорить на эту тему. Да, Я просто знаю, я просто эту тему знаю очень хорошо. Вместе с этим Центральный банк начал печатать, там нет Центрального банка, есть Федеральный резерв, который печатает деньги Оставьте сейчас. эту тему. Давайте